Текучка кадров в верхах режима. Каждый день новое назначение, но есть нюанс. Трамп в поисках союзников. К операции в Ормузском проливе может присоединиться еще одна страна. Заговор против Путина. Нервы не выдерживают даже у самых преданных. Губернатор открыто критикует хозяина Кремля, а прозревший зетник перестал выходить на связь. Досмотрите. Враги повсюду. Глава Пентагона назвал тех, кто мешает победить иранский режим. Пощечина для руководителя могущественного режима. Его заставили считаться с силой. Взять все и поделить. Озвучены большевистские масштабы национализации в России. США помогут другу Путина. Вице-президент готовит срочный визит. Об этих и других событиях к утру пятницы 20 марта. Только главное, без шума и пропаганды. Нехта рассказывает о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Ротация руководителей иранского режима продолжается. Правда, руководит этим процессом вовсе не Аятолла. В результате авиаудара Израиля по столице страны был ликвидирован заместитель министра разведки Махмуд Канбари. Его шеф Эсмаил Хатиб был убит накануне. Вашингтон пытается найти союзников в конфликте с Ираном. Дональд Трамп ждет встречи с премьер-министром Японии Санае Такаити в Белом доме. По данным Reuters, президент США хочет получить поддержку для операции в Ормузском проливе. Такаити стремится отойти от старого пацифистского курса Японии, но поддержка военной кампании против Исламской Республики внутри страны не популярна. Токио еще не принял решение о помощи Вашингтону. Ничего еще не решено относительно развертывания сил самообороны в Ормузском проливе. Похоже, Такаити понимает, что ее ждет непростая встреча в Белом доме. Первая женщина-премьер в истории Японии на слушании в парламенте дала понять, что готова к давлению. Когда премьер-министр Абе был у власти, он тщательно разъяснил Трампу Конституцию Японии и ясно дал понять, что то, чего нельзя сделать, просто нельзя сделать. Если Трамп забыл об этом, мы еще раз четко ему это объясним. По данным Reuters, Трамп также может попросить Японию участвовать в разработке и производстве ракет для пополнения запасов американских вооружений, истощенных из-за войн с Ираном и Россией. Полный разброд и шатание идет. То есть я уже вижу просто признаки коллапса грядущего системы. Провластный блогер и доносчик Илья Ремесло, который на днях резко раскритиковал Владимира Путина, перестал выходить на связь. Неизвестность длилась недолго. Оказалось, что прозревший пропагандист жив, но был помещен в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге. Сначала об этом сообщили Z-блогеры, потом подтвердили и в лечебнице. Ранее на этой неделе Ремесло заявил, что война с Украиной является абсолютно тупиковой и наносит огромный ущерб экономике, а также раскритиковал удушение свободы СМИ и интернета. Ранее блогер участвовал в травле Навального и активно поддерживал войну. Многие аналитики считают внезапную смену риторики пропагандиста не случайной. Это свидетельство того, что кто-то влиятельный системно работает против Путина. В верхушке сформировалась фронта, и начался уже не скрытый, а демонстративный саботаж. По мнению Игоря Эйдмана, заявления блогера Ильи Ремесло являются продолжением целой цепочки событий. Публикации данных о низком рейтинге Путина и появлением в кремлевском телеграм-канале видео с кашляющим руководителем России. Может принести? Нет. Конца конфликту на Ближнем Востоке не видать, и цены на нефть опять рванули ввысь. Фьючерсы на марку Brent с поставкой в мае подскочили до $114 за баррель. Трейдеры надеются на улучшение ситуации в Ормузском проливе в течение ближайших 6 недель. Но партии нефти с физической поставкой в короткие сроки из продолжающих экспорт стран уже продаются гораздо дороже, пишет Financial Times. На такое черное золото цены отличаются разительно. Баррель в Омане продавался почти за $154. Эксперты называют текущий нефтяной кризис самым серьезным с 70-х годов. Тем временем Пит Хексет пообещал покончить с Ираном.
Мы это сделаем. И я говорю то же самое каждому американцу, который хочет мира через силу. Пожалуйста, молитесь за них. Каждый день, на коленях, со своими семьями, в своих школах, в своих церквях, во имя Иисуса Христа. Правда, кое-кто мешает в этой борьбе главе Пентагона и его шефу. Нечестная и антитрамповская пресса не остановится ни перед чем. Мы это уже знаем, чтобы преуменьшить прогресс, преувеличить все издержки и поставить под сомнение каждый шаг. Но это не все. Победе над иранским режимом препятствует тот, кто давно не удел. Знаете, мы до сих пор имеем дело с ситуацией, которую создал Джо Байден, исчерпанием этих запасов и отправкой их не нашим военным, а Украине. В порыве откровенности Хексет добавил, что целью военных действий в Иране не является продвижение демократии, а только устранение прямых угроз со стороны режима в отношении США. Товарищу Си Цзиньпину приходится ждать. Перенос даты визита Дональдом Трампом подчеркнул, США по-прежнему задают мировую повестку. Об этом пишет The Wall Street Journal. Саммит, который должен был состояться 1 апреля в Пекине, был отложен по инициативе американского лидера. Он сосредоточился на войне с Ираном. Эксперты отмечают, что это стало ударом по амбициям Китая, который, несмотря на экономические успехи, все еще вынужден реагировать на действия США. Кроме того, Китай сталкивается с давлением по вопросу обеспечения судоходства в Ормузском проливе, где США рассчитывают на его участие. Национализация в путинской России напоминает о ленинско-сталинских временах. В стране через суды в государственную собственность перешло более 800 компаний, сообщил глава Росимущества Вадим Яковенко. На фоне замедления экономики и поисков дополнительных источников доходов бюджета власти рассчитывают пополнить казну за счет продажи конфискованных активов с прогнозируемым доходом в 100 миллиардов рублей. Но это все на словах. На деле происходит передел собственности. Он затронул десятки миллиардеров и крупнейших компаний, а бенефициарами стали корпорации, связанные с близкими к Путину людьми. В 2022-2024 годах стоимость изъятых активов составила около 5 триллионов рублей. Может быть, это и есть та самая загадочная цель СВО? Как думаете? Американская разведка прогнозирует резкое увеличение ракетной угрозы для США. По данным ежегодной оценки разведсообщества страны, к 2035 году количество ракет, способных угрожать Соединенным Штатам, вырастет более чем в 5 раз – с 3000 до 16. Это связано с развитием ракетных программ в России, Китае, Северной Корее, Иране и Пакистане. Разведка отмечает, что Северная Корея уже успешно испытала межконтинентальные баллистические ракеты, а Иран, вероятно, сможет разработать их к 2035 году. Эти страны планируют сочетать высокотехнологичные ракеты с дешевыми одноразовыми системами, читай дронами, что увеличит нагрузку на систему противовоздушной обороны США. Команда Трампа спешит на помощь другу Владимира Путина. Джей Ди Венс планирует посетить Венгрию в ближайшее время. Точная дата поездки вице-президента США еще не определена из-за ситуации на Ближнем Востоке. Но это точно должно произойти до 12 апреля, когда в Венгрии состоятся парламентские выборы. Визит Венса должен помочь премьер-министру Виктору Орбану накануне голосования. Ведь по данным опросов партия Орбана Фидес отстает от оппозиционной ТИСы, возглавляемой Петером Мадьяром. Как думаете, поможет? Местная компания, которая привлекла внимание международного масштаба. Во Франции на муниципальных выборах в городе Арси-сюр-Об произошло необычное совпадение фамилий кандидатов, что вызвало бурную реакцию в соцсетях. Во второй тур прошли действующий мэр Шарль Гитлер и его оппонент Антуан Рено Зеленский. Гитлер заявил, что привык к насмешкам из-за своей фамилии с детства и воспринимает их спокойно. Его соперник, 28-летний Антуан Рено Зеленский, отметил, что его фамилия произошла от польских корней матери и французской фамилии отца. Второй тур выборов, который определит нового мэра, состоится 22 марта. Как думаете, кто победит?
Блогера Илью Ремесло за критику политики Путина отправили в психлечебницу, но крамольные мысли стал озвучивать чиновник высшего ранга. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что отсутствие мобильного интернета в приграничных районах зачастую приводит к трагическим последствиям. Кто будет отвечать за смерти людей, которые не смогли получить информацию о дронах из-за отключения мобильного интернета? Головой вообще думали те, кто это сделал? Белый список не работает половина. Дроны как летели, так и летят. Им это не помеха. И РКН судить надо. В ходе прямой линии губернатор Гладков сначала только озвучил вопрос жителя, но потом и сам солидаризировался со сказанным. Я абсолютно согласен со всеми возмущениями, что для жителей приграничья это еще больше угроза отсутствия информации, которая может и приводит, к сожалению, достаточно часто к смерти, к ранениям, к разрушениям. Интересно, подселят ли Гладкова в палату к блогеру Ремесло? Делитесь прогнозами. А мы напоминаем. Next Step VPN, который мы запустили для вас, нужен не только для галочки и не только для обхода блокировок. Он нужен, чтобы в любой момент у вас была связь, информация и доступ ко всему, чтобы вас нельзя было выключить одной кнопкой. Next Step VPN. 2 клика, и вы всегда на связи. Какой привет передала авиация Израиля Владимиру Путину и сколько кораблей при этом потопила? Где российская армия пошла в наступление и какой рекорд установила? Как Лукашенко покуражился перед посланником Трампа и в чем сразу дал заднюю? Сколько воров в законе переловили польские силовики? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже вечером.